Привет! Я стал партнером новой, но очень амбициозной биржи. Рассматривал это приложение чуть больше 2 недель, исследовал биржу, тестировал ее, собирал инфу и постараюсь кратко, но при этом полноценно вам о ней рассказать. Биржа основана в 2021 году. На мировой рынок стала выходить в 2022 году и заявляет о себе как об одной из самых быстрорастущих бирж, делающей уклон в основном на деривативную торговлю, делает акцент на фьючерсах и купи-трейдинге. То, что меня в основном на всех биржах и интересует. Чуть позже разберемся в ее интерфейсе, комиссиях, исполнении ордеров и многое другое. Биржа зарегана, как и многие другие, в офшорной зоне на Сейшельских островах. Головной офис у них открыт в Дубае, который меня любезно пригласили посетить, посмотреть, как у них все устроено, познакомиться. Но в моем текущем положении я не могу себе позволить таких поездок. Для начала надо решить хотя бы часть своих накопившихся проблем. Дальше уже можно будет говорить об этом более конструктивно. У биржи получены основные базовые лицензии. Насколько я знаю, базовая лицензия получена в США, на Филиппинах, в Канаде и в процессе на Сейшелах. Эти лицензии не о многом говорят, это базовые лицензии, которые должны быть, но это уже намного лучше, чем ничего. Так что ставим плюсик в пользу серьезных намерений бирж, а не временного накопления для дальнейшего скама. Общаясь на созвоне с представителем, я задавал много вопросов. В том числе меня очень беспокоил момент с отсутствием обязательного KYC. Для многих это жирный плюс, но для меня непонятно, почему к этому нет строгих требований, если они дорожат репутацией, не хотят нарваться на проблемы с регуляторами и хотят играть в долгую и развиваться. На что я получил ответ, что биржа очень сильно прокачана в плане безопасности. И если будут какие-либо противоправные действия, это не составит труда выявить и в случае проблем привлечь к верификации. А следовательно, они пока что могут себе позволить привлекать дополнительную аудиторию, пока раскачиваются, не принуждая к верификации, зная, что многие не любят KYC. Я стал изучать, благодаря чему они так уверены в своей безопасности, и первым делом нашел анонс самой биржи о том, что BitUnix интегрирует Fireblocks и Elliptic, повышая уровень безопасности и соответствия до институционального уровня. А следом поискал публикации об этом событии на других информационных источниках. В том числе об этом писали такие ресурсы, как TradingView и Investing, довольно именитые площадки, которым можно доверять. Правда, я не знаю, по каким правилам публикуются у них статьи, сами они пишут об этом или заказные, но указания о том, что это реклама, я не нашел. Поэтому делаю выводы, что это не заказные статьи. Также упоминание об этой новости я встречал в новостном ресурсе биржи MEX. Чтобы было понятнее, что такое Fireblocks и какую роль он играет, то приведу аналогию. Допустим, что биржа – это банк. Fireblocks – это компания, которая строит для этого банка непробиваемое хранилище и предоставляет инкассаторские броневики для перевозки денег. Elliptic – это служба безопасности в банке, которая проверяет каждую купюру на подлинность и отслеживает, не принесли ли ее из ограбленного другого банка. Это одни из самых топовых компаний в своих сферах. Fireblocks, если я не ошибаюсь, использует Bybit. По моему мнению, использование таких сервисов, как Fireblocks и Elliptic, это признак зрелости и серьезного подхода к бирже, к безопасности и легальности. Это не стопроцентная гарантия от всех проблем, но это мощный индикатор того, что биржа инвестирует в правильные вещи. Они не просто выходят поиграть на стадион, но и тратят миллионы долларов в крутую экипировку, что может говорить о их серьезных намерениях. BitUnix заявляет, что обеспечивает резервирование всех пользовательских активов в соотношении 1 к 1 и позволяет пользователям проверить это. На BitUnix, по их заявлению, используется криптографический метод дерева Меркла. Это значит, что биржа берет балансы всех клиентов, шифрует их в уникальные цифровые отпечатки, хэши и сворачивает в один главный корневой хэш. Если изменить хотя бы один символ в каком-либо хэше клиентского баланса, то изменится до неузнаваемости и самый главный корневой хэш. На момент записи ролика у меня не получилось провести проверку, так как если вы создадите новую учетную запись после завершения крайней проверки или если у вас пустой баланс, то у вас не будет соответствующей записи о проверке. Можно заметить, что есть перечень проведения аудитов. Крайний был 1 января. Я зарегался как раз в начале месяца и на балансе не было активов, поэтому я не учтен в прошедшем аудите. Если посмотреть, то с 2025 года аудиты ежемесячны. В целом это очень хороший признак ответственности биржи, попробую в следующем месяце сделать проверку. Перейдем к ликвидности и посмотрим сначала, что говорит об этом сама биржа.
На слайде вы можете увидеть, что за один год биржа в 5 раз увеличила суточный оборот с 1 до 5 миллиардов долларов, а количество клиентов выросло с 1 до 3 миллионов. С такими темпами биржа очень скоро может приблизиться к топ-10, если, конечно, верить этим цифрам. К тому же не совсем понятно, сколько из этих пользователей активно торгующие, учитывая, что при отсутствии обязательного KYC есть возможность одному человеку создать хоть 10 аккаунтов с какой-либо целью, и потом эти аккаунты будут висеть мертвым грузом. На CoinDesk есть информация насчет BitUnix. Из абзаца про ликвидность мы можем узнать, что биржа заявляет об объединении ликвидности сети, привлекает независимых маркетмейкеров, розничных трейдеров и институционалов. Как это понимаю я? Здесь подразумевается агрегация ликвидности, то есть сбор различных участников внутри своей собственной платформы. BitUnix, как и любая централизованная биржа, активно приглашает на свою платформу профессиональные торговые компании. Они основные создатели ликвидности. Эти маркетмейкеры торгуют одновременно и на BitUnix, и на Binance, и на Bybit, и так далее, обеспечивая везде схожие спреды. Также приглашаются крупные фонды, киты, и все эти приглашения подбадриваются какими-то крутыми условиями, мотивируя всех этих игроков взаимодействовать с новой биржей. Дальше хотелось бы разобраться на примере. Я стал изучать на практике, пробуя поторговать одновременно и на BitUnix, и на MEX, сравнивая отличия в поведении цен и исполнении ордеров. Нет смысла полноценно сравнивать с Bybit или Binance, поэтому выберем биржу, более раскрученную на данный момент относительно BitUnix, но не находящуюся на верхних строчках топа. Разумеется, со своими мелкими суммами при открытии позиции я цену не качну, но в моем вопросе это не обязательно. BitUnix предлагал плечо до X125, а с недавнего времени поднял до X200. Правда, общий размер открываемой позиции значительно отличается с максимальным размером на MEX. В процессе торговли я обратил внимание, что на MEX периодически простреливает цена, в то время как BitUnix торгуется более плавно. Я попробовал и более высоколиквидные пары, такие как XRP и USDT, так и менее ликвидные, как Hype и USDT. Заметки те же самые. Но самое интересное, на что я обратил внимание, в момент последнего крупного пролива 10-11 октября, цена на MEX, Bybit и даже на Binance опускалась значительно ниже, чем на BitUnix. И это касается не только крупных пар, таких как эфир или биткоин, но и более мелких, как тот же самый Hype, BNB, TON и прочее. Различия просадки вплоть до 10%. Вот посмотрите на график того же самого биткоина, насколько значительно отличалась просадка цены. А вот график Hype. Отличия колоссальные, на мой взгляд. То есть, если бы у многих в этот момент были открыты позиции на BitUnix, то вероятнее всего на крайних ценовых отметках их стоп-лосса бы не выбило по сравнению с нашими популярными биржами. Опять же повторюсь, возможно, я что-то не до конца понимаю в этих вопросах, но напрашивается вывод, что у MEX больший объем и глубина стакана – это результат большого количества участников, включая множество агрессивных ботов, что создает более грязный и шумный график. А у BitUnix фокус, судя по поведению графика, направлен на качество ликвидности. Они, возможно, жертвуют частью шумного объема в пользу сотрудничества со стабилизирующими маркетмейкерами. Это делает их платформу более предсказуемой и безопасной, приближая ее к поведению к топ-биржам. То есть они не пускают на свою площадку кого попало, они заключают официальные партнерства с ограниченным кругом маркетмейкеров, предоставляя им лучшие условия, взамен требуя обеспечивать качественную стабильную ликвидность. Это более дорогой и сложный путь, но он создает репутацию надежной и предсказуемой платформы. Что касается интерфейса и возможностей торговли, то тут нет сильных отличий от интерфейсов привычных нам бирж, но есть несколько крутых, на мой взгляд, фишек. Вы можете легко и быстро управлять открытой позицией прямо на графике, выставляя и регулируя стоп-лосс и тейк-профит, не сворачивая полноэкранный режим. А что еще больше порадует многих, то это реализовано и в мобильной версии, да и в общем взаимодействие с графиками в мобильной версии реализовано на высшем уровне. Как вы видите, здесь стандартная привычная нам панель, как и на многих биржах, панель управления ордерами. Можно открыть маленький график прямо возле этого пульта управления или же перейти в полноценный режим. В полноценном режиме можно переключаться между базовым графиком и профессиональным, ультра, инструменты TradingView. Вот при активации этого режима ультра открывается множество возможностей, которых в других мобильных приложениях других бирж нету. Здесь можно полностью пользоваться всем функционалом, всеми инструментами TradingView, которые мы используем в компьютерной версии, в веб-версии. Здесь все можно использовать и на телефоне.
Как на компьютере, вот мы сейчас открываем быстрый ордер, легко на графике манипулируем, выставляем стоп-лоссы, тейк-профиты, не сворачивая полноэкранный режим, не сворачивая полноэкранный график, регулируем стоп-лосс, тейк-профит, и это, на мой взгляд, прям очень удобно, это ноу-хау. Что еще меня здесь привлекает? То, что здесь есть полноценная настройка графика, как в веб-версии. Здесь есть все инструменты, которые предоставляет TradingView. Можно инвертировать шкалу. То, чем я чаще всего пользуюсь на графике, этого мне всегда в мобильных версиях не хватало, когда можно его перевернуть. Еще очень круто то, что здесь интегрированы все инструменты рисования и анализа графика, которые есть в компьютерных версиях. Я всегда задавался вопросом, почему не сделают в мобильных версиях все возможные инструменты. Та же самая линейка обычная, стандартная, которую часто используешь на компьютере, почему ее не бывает в мобильных версиях. Тут она есть, здесь полный фарш, короче, полностью переосмыслили мобильное приложение. И вот именно это меня больше всего зацепило, когда я исследовал эту биржу. Я впервые вижу, чтобы на бирже была возможность разделять окно на 16 различных графиков. Я не знаю, кому это может понадобиться, но, возможно, кто-то использует это в своих стратегиях. Здесь можно на каждом отдельном графике выставлять свои ордера. Честно, я таким не пользуюсь, но, возможно, кому-то это будет интересно. Что касается комиссий, здесь они не завышены, ниже, чем на многих биржах. Плюс к тому здесь есть множество способов компенсировать эти комиссии или их уменьшить. В общем, подводя итог, биржей я определенно буду пользоваться, она заслуживает внимания. Пока она развивается, здесь есть много возможностей, чтобы получать хорошие бонусы, участвовать в различных состязаниях с низкой конкуренцией. Здесь запускается множество всяких промо-компаний. В том числе, так как я стал партнером, я также буду участвовать в создании этих промо-компаний, промо-акций. Опять же, повторюсь, пока биржа новая, пока она раскачивается, она дает множество различных привилегий. Я постараюсь максимально всем этим воспользоваться. Буду развиваться вместе с этой биржей. Не стоит забывать, что когда Bybit развивался и заходил на СНГ, он тоже много проводил различных акций, много платил, сильно агитировал новых пользователей, привлекал аудиторию. Я думаю, что эта биржа со временем станет серьезным конкурентом для топовых бирж, поэтому не стоит упускать возможность с ней повзаимодействовать. Если вы хотите присоединиться к этой бирже, рекомендую вам заходить по моей реферальной ссылке, потому что вы только благодаря ей получите максимальную выгоду. Все мои новые рефералы будут получать VIP-3 статус, что позволит минимизировать комиссии, минимизировать расходы на торговлю, а также получать дополнительные награды, дополнительные бонусы за активную торговлю. Вы сможете участвовать в моих промо-акциях, промо-компаниях, которые я буду запускать совместно с этой биржей. А также вы получите автоматическую компенсацию части потраченных вами комиссий. В следующем ролике я более детально расскажу о своем сотрудничестве, о своем партнерстве, о дальнейших планах и всех ваших возможностях, которые вы сможете получать, регистрируясь по моей реферальной ссылке. Все мои рефералы становятся участниками моей зарождающейся команды. В дальнейшем мы будем участвовать во многих состязаниях и забирать все возможные акции. В случае каких-то вопросов и каких-то проблем при взаимодействии с биржей вы можете обращаться, мы оперативно будем решать ваши вопросы совместно с представителями. Вам будет выделена отдельная линия службы поддержки, где вы сможете задавать вопрос напрямую, или же можете оставлять свой вопрос мне, а я буду решать его за вас.